Здравствуйте, друзья! Пришельцы из петли времени. Ссылка на статью в описании. Самым загадочным аномальным феноменом является так называемая петля времени, когда люди и материальные объекты непостижимым образом переносятся из одного времени в другое. Датский исследователь Локс Хеглунд насчитал 274 случая, достоверность которых не вызывает сомнений. Причем происходили эти загадочные явления и на Земле, и в небесах, и на море. На Земле, в Тиренском море, недалеко от побережья Италии, есть остров Иския. Его круглый год оккупируют немецкие туристы. Молодые люди с утра до вечера гоняют на мотоциклах по крутым асфальтированным дорожкам. А те, что постарше, плещутся в термальных бассейнах или жарятся на солнце в шезлонгах. Иския – место тихое. Ничего экстраординарного на острове не происходит, и поэтому время течет там неспешно. Но не настолько, чтобы человек в здравом уме мог спутать прошедшие часы с годами. Подобное бывает только при провалах памяти. Именно так выглядел случай с Куртом Райнером. В один из августовских дней 1997 года 25-летний парень, грязный и исцарапанный, прихрамывая, подошел к служащему термального парка «Сады Посейдона» и рассказал, что он турист, что сорвался на мотоцикле под откос, очевидно получил сотрясение мозга и теперь плохо соображает, где находится. Тут же прибежал врач, сделал туристу укол и отправил на скорой в больницу. На следующий день ему стало лучше. Он назвал свое имя и отель, где остановился. Но когда из больницы позвонили туда, оказалось, что в списке гостей никакого Райнера нет. Загадочным происшествием занялась полиция. Удалось установить, что в 1981 году в этом отеле действительно останавливался немецкий турист по фамилии Райнер, который, скорее всего, утонул, купаясь в море в стороне от пляжа. Приехавший за Райнером брат опознал считавшегося погибшим Курта и увез домой. Где молодой человек находился все эти 16 лет, осталось загадкой. Аналогичный случай произошел с туристом за тысячи километров от итальянского острова. Окрестности города Гуйлинь – настоящая туристическая Мекка Южного Китая. А привлекают сюда туристов необычайно красивые горы-холмы. Они невысоки, но по форме похожи на сказочные замки. Под ними находится огромный подземный дворец со множеством залов пещер и даже полноводной рекой. Пещеры соединены туннелем, по которому курсирует маленький электропоезд. В этом подземном лабиринте очень легко заблудиться, поэтому каждую группу туристов ведет свой гид, то и дело пересчитывающий подопечных. И вот, в 2001 году обнаружилось, что 3 годами ранее потерялся японский турист. Он прилетел из Шанхая и отправился в пещеры на свой страх и риск, а не в составе группы, поэтому его исчезновение никто в Гуйлине не заметил. Когда же спустя 3 года японец вдруг возник из темноты у выхода из тоннеля, он привел всех в шок. Сам он утверждал, что всего лишь присел отдохнуть в одной из пещер и задремал, и никак не мог поверить, что уже наступило 3-е тысячелетие. В небесах датский исследователь Хеглунд, проанализировав собранные факты, с удивлением обнаружил, что в ловушку петли времени чаще попадают самолеты в небе, чем люди на Земле. В 1961 году американский летчик совершал полет над штатом Огайо. Погода была отвратительная. Самолет то и дело нырял в облака, а в просветах между ними солнце било прямо в глаза. Именно поэтому, вынырнув в очередной раз из молока, пилот не сразу увидел прямо перед собой другой самолет. Заложив отчаянный вираж, он чудом избежал столкновения, но кончиком крыла все же чиркнул по другой машине. После приземления летчик подал рапорт о происшествии, в котором были строчки, весьма удивившие аэродромное начальство. Пилот утверждал, что самолет, с которым он едва не столкнулся, выглядел как один из летательных аппаратов времен Первой мировой войны, запомнившихся ему по кинохроникам. Одноместный биплан. А в открытой кабине находился летчик в кожаном шлеме и больших очках-консервах. Ответственные за летную безопасность специалисты решили, что причиной едва не произошедшей аварии стала копия старинного самолета, изготовленная для съемок какого-нибудь исторического фильма. Перегоняя ее на место съемок, киношники не потрудились получить разрешение на полет. На этом инцидент был благополучно забыт. А несколько месяцев спустя в запрошлом ангаре на одном из маленьких частных аэродромов совершенно случайно был обнаружен биплан, похожий на тот,
который описал в своем рапорте летчик. Обследовавшие его эксперты пришли к выводу, что летать на нем невозможно. Он просто рассыпался бы из-за ветхости. Следовательно, биплан не мог быть причиной летного происшествия. Но вот в бортовом журнале, найденном в кабине, нашли запись, датированную 1911 годом. Пилот биплана записал, что во время последнего полета чуть не столкнулся с большим серебристым аэропланом удивительной конструкции, который мчался на огромной скорости и чиркнул по его машине концом крыла. Эксперты действительно обнаружили царапину, в которой остались микрочастицы краски и алюминия, полностью совпавшие по своему составу с материалом современного самолета, едва не столкнувшегося с этажеркой. Получалось, биплан не просто совершил 50-летний хрональный скачок, но и вернулся обратно в свое время. В 1960 году проходили учения кубинских ВВС. В ходе их летчики обнаружили в кубинском воздушном пространстве неизвестно откуда взявшийся воздушный шар. Налицо было явное нарушение границы, и пилоты принудили воздухоплавателей сесть на воду, где их подобрал кубинский сторожевой корабль. В гондоле находились двое мужчин, назвавшиеся Гарри Логаном и Дереком Нортоном. Оба были потрясены и не понимали, почему их заставили прервать полет. Они заявили, что участвуют в гонках на воздушных шарах от Кубы до Пуэрто-Рико и взлетели всего несколько часов назад, 17 июня 1954 года. По их словам, в какой-то момент после взлета они ощутили дрожь во всем теле, будто через них пропустили электрический разряд. Затем все, что их окружало, и сам шар, и небо, и океан, вдруг стало малиновым. А когда естественный цвет восстановился, появились самолеты, заставившие их сесть на воду. Кубинские спецслужбы начали расследование, заподозрив в воздухоплавателях американских шпионов. Но оно было прекращено после того, как Кельвин Кроу, специалист по аномальным явлениям из Чикаго, представил документы, свидетельствующие о том, что двое аэронавтов действительно исчезли во время гонок на воздушных шарах в 1954 году. Их посчитали погибшими. Но они вернулись через 36 лет и были возвращены в США, поскольку на Кубе родственников у них не оказалось. И на море. Сюрпризы петли времени регистрировались в морях и океанах по всему земному шару. Например, в 1962 году сторожевой катер аргентинских ВМС заметил в прибрежных водах неожиданно всплывшую подводную лодку. Когда катер направился к ней, она моментально нырнула и больше не появилась. Подоспевшие аргентинские корабли береговой охраны в течение нескольких суток дежурили в этом квадрате. Последующей проверкой было установлено, что номер на рубке лодки принадлежал одной из субмарин нацистской Германии, потопленной в Атлантике во время Второй мировой войны. В сезон штормов никто из капитанов не отваживался зайти в намибийский порт Уолфиш-Бэй, подходы к которому преграждают рифы. Поэтому лоцман Крис Хилком был очень удивлен, когда ночью его срочно вызвали в порт. В диспетчерской ему сообщили, что какой-то пароход подает прожектором тревожные сигналы в нескольких кабельтовых от входа в Китовую бухту. Судовая радиостанция молчит, но, судя по всему, корабль терпит бедствие. Лоцману предстоит ввести его в порт. Через 10 минут лоцманский катер устремился в темноту. За молом маленькое суденышко оказалось во власти шторма. Огромные волны подбрасывали его высоко на гребень, а потом швыряли вниз в водяную пропасть. По этому лучу его мощного прожектора не сразу удалось найти в темноте дрейфовавший большой пароход, на котором не было заметно никаких признаков жизни. Когда катер подошел ближе, лоцман Хилком и шкипер, стоявший рядом с ним в рулевой рубке, не поверили своим глазам. В свете прожектора они прочитали на борту название судна – Star of Dunedin, потерпевшего крушение на этом самом месте перед входом в Китовую бухту осенью 1942 года, то есть 35 лет назад. В годы войны германские рейдеры и подводные лодки нападали на суда стран антигитлеровской коалиции на всей акватории Мирового океана. Поэтому английский лайнер Star of Dunedin, шедший из Луанды в Кейптаун, держался как можно ближе к берегу, чтобы хоть как-то обезопасить себя. На траверзе Уолфиш-Бэя он наскочил на подводную скалу и затонул. К счастью, команде и нескольким десяткам пассажиров удалось спастись на шлюпках, чудом преодолев полосу ревущего прибоя. Если перед плясавшим на волнах лоцманским катером был давно затонувший лайнер, каким-то чудом поднявшийся со дна, то высаживаться на него не имело никакого смысла. «Останемся до утра на плаву, днем решат, что с ним делать», — решил Хилком.
Однако, когда рассвело, перед входом в Китовую бухту никакого судна не было. Самый драматический случай произошел в декабре 1992 года. Его свидетелями стали норвежские рыбаки, ловившие сельдь в Северной Атлантике. 14 декабря на Сенере забарахлил судовой двигатель, и судно легло в дрейф, чтобы устранить неполадку. И вдруг на глазах моряков из океанской пучины всплыл огромный корабль. Так всем показалось. По его палубам в панике метались люди. Кричали, плакали и умоляли о помощи. Некоторые бросались за борт в ледяные волны. Норвежские рыбаки застыли в ужасе, многие крестились. Это был известный всем морякам «Титаник». Прошло всего несколько минут, и корабль вновь ушел под воду. Из-за сломавшегося двигателя норвежцы не могли подойти к месту катастрофы, чтобы спасти плавающих в ледяной воде людей. Они лишь дали радиограмму об этом невероятном событии. В указанный район срочно направился корабль американских ВМС в Северной Атлантике, оказавшись неподалеку от места второй гибели знаменитого лайнера. Ему удалось поднять из воды 13 человек, на которых были спасательные жилеты с надписью «Титаник». И вот что поразительно – все они были живы. А дальше на этот прямо-таки фантастический случай опустилась завеса секретности. Пентагон отказался дать какую-либо информацию, а правительство Норвегии, якобы по просьбе США, запретило своим рыбакам рассказывать о происшествии, которое они видели собственными глазами. Но со временем утечка все же произошла. Эксперт по морским катастрофам Филин Старнес заявил журналистам: возможно, в данном случае имело место перемещение лайнера и людей во времени и переход их в другое пространственно-временное измерение. Разбором и анализом происшедшего занимается специальная группа исследователей. Могу только подтвердить, что 14 декабря 1992 года «Титаник» возник на поверхности, а на его борту были живые люди. Каким выводом пришла специальная группа исследователей, до сих пор неизвестно. Водовороты реки времени. Мы употребляем привычное выражение «река времени», не задумываясь о его возможном физическом смысле. Между тем существует научная гипотеза о том, что время материально. Тогда в этой хронореке могут происходить те же явления, что и в обычной реке. Например, водовороты. Когда они возникают в земной реке, то попавшие в них листок или щепка подолгу кружат на одном месте, то опускаясь ко дну, то вновь всплывая на поверхность. Не исключено, что такие же водовороты могут появляться и в реке времени. Они нарушают его плавное течение, захватывая людей и материальные объекты и перенося их из одного временного отрезка в другой. Кажется невероятным, что эфемерное, как нам кажется, время может втягивать в крутящуюся воронку людей и предметы. Но с точки зрения квантовой физики в этом нет ничего необычного. На субатомном уровне частицам, а следовательно и материи, из которой состоят человек и все объекты в окружающем нас мире, присущи волновые свойства. Поэтому они могут участвовать в различных энергетических процессах, которые сопровождаются перемещением в пространстве. Причем размеры и масса не имеют значения. Сами же эти процессы, те же водовороты времени, зачастую протекают так, что мы не можем регистрировать их с помощью приборов и видим только результаты. Весьма занимательная статья. Что-то мне не верится в это. А что вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.